Всем привет, меня зовут Дмитрий, и мы Наконец-таки я добрался. Опять. До амнезии. Все, продолжаем амнезию. Просто я вот тут играл и... Другие игры... Что? Из-за полки дует ветерок, просто... Наверное, можно пройти. Ну да. Проем какой-то. Так, у нас тут мы в архивах. Ну, вернее... Или где? Короче, насколько я помню... Не помню, не смотрел. Здесь... О, масло. Есть ловушки. Ой, ловушки. Типа... Вот эта штука. Головоломка должна быть. Насколько мне известно, в этой комнате они должны быть. И... F. Ой, вот это. Нифига. Ну, прикольно, когда вот физика работает. Так. Альштадт и замок Бренненбург, 1801. Еще один край с богатым фольклором. Альтштадт, затерянный в глубине лесов Восточной Пруссии. В течение многих веков здесь ходили истории об две деревушки. В течение многих веков здесь ходили истории об этой деревушке и ее соседке замке Бренненбург. Тихие, поросшие лесом и украшенные озерами горы выглядят красиво, как на картинке. Однако здесь обитают темные силы. Спросите любого местного жителя, и он заверит вас, что народные суеверия здесь связаны с событиями, имевшими место в действительности. Каждый путешественник должен принять участие в подобных беседах, ведь они невероятно увлекательны. У каждого местного жителя своя история событий, однако некоторые темы качаются из одной истории в другую. Нифига, кнопки прикольные. Собиратели. Эта история уходит корнями в эпоху 30-летней войны. Говорят, что солдаты, забывшие о долге, заблудились в холодном и темном лесу и были обречены вечно бродить по нему. Их грешные души изуродовали тела солдат и лишили их сущности. По словам тех, кто их видел, эти солдаты – жуткие призраки. Они бесшумно ходят по лесу, стараются держаться подальше от чужих глаз. Их называют собирателями, поскольку они, похоже, стремятся похищать живых существ. Присутствие этих призраков можно обнаружить по стонам жертв, которые они уносят в мокрых холщовых мешках. Какие страшные цели преследуют эти собиратели? Отмененный визит. В начале 16 века Альтштадт посетил известный эрудит Генрих Корнелий Агриппа. 2 недели он прожил на местном постоялом дворе, занимаясь поисками сведений о древних королевствах. На него обратили внимание все местные влиятельные лица. И его имя упоминается во многих хрониках того времени. Однажды он отправился изучать некую пещеру недалеко от полян на северо-западе. В деревне больше не появлялся. Однако известно, что Генрих скончался 10 лет спустя в Гренобле. Не знаю, как правильно. Он отрицал тот факт, что когда-либо бывал в Альтштадте. Поневоле задумываешься, что известно на самом деле. Кто тот таинственный человек, посетивший сонную деревушку в лесу, и что с ним стало? Бессмертный барон. Барон Бренненбург жил в уединении в своем замке по соседству с Альтштадтом, и, как и многие другие аристократы, вместе с титулом он наследовал фамильные легенды. О его замке известно лишь то, что он сгорел в конце 16 века и был восстановлен неким Александром, дворянином из Рейнской области, который назвал себя защитником прусского государства.
Александр обеспечил процветание этого края и пользовался любовью народа в течение всей своей жизни. Его родня всегда скрывала подробности своей семейной истории, поэтому даты рождения и смерти Александра и его потомков никогда не были записаны. Это стало почвой для слухов о том, что барон на самом деле тот же самый человек, который пришел с Запада более 300 лет назад, пережил оккупацию и вместе с другими великими людьми в этой стране вступил в Орден Черного Орла. Точка. Поехали дальше. Не буду тратить вот это все. Я бы еще потратил сюда, но у меня 5 осталось. Так, не тупи. Ой, не тупи, не безумься. Я слышу, что что-то ходит справа. Пойду-ка на картах. А, нас берта, туда насрать. Угу. Так. И типа чё? Мне нужно... А что делать? А, о. О, нашел. Вот вам и потайной ход. Святой. Так. О, наверняка прятаться надо. Открой на всякий случай. Интересно, кто это? Кто все эти люди? Так. Раз. Два. Три. Записка. О закрытом ванном погребе. Вильгельм и его идиоты ставят под удар мои эксперименты, небрежно обращаясь с человеческими оболочками. Шериф внимательно следит за тем, что происходит в лесу, и убивает моих верных слуг. Рано или поздно след приведет их в Бренненбург. Нужно посадить по замкам Вильгельма и его людей. Только так я смогу помешать следствию. Поэтому, пока все не уляжется, винный погреб будет под замком. Либо люди короля уйдут, либо они погибнут с голода. Да пусть хоть сгниют, мне все равно. Возможно, стоит напоить их вином. Это в каком-то смысле решит обе мои проблемы. Понял. Ключик. От винного погреба. Какой же ты жирный мразь. Пец, у нас туман здесь. Да. Дверь открылась. Да? Прям здесь? Хотя... Хрен, да? Тихо, 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 тихо. Так. Не, винный погреб. А где он?
Старые фолианты. Кабинет. И пошлите в винный. Не замораживайся! Что там с мозгами? Легкая головная боль. Прикольно так. А он где-то там вообще. По звукам. Не, ну, а где винный, кстати, находится? Серьезно, а где винный-то? Вообще без понятия, где винный. Показалось, в окне что-то есть. Так, сначала... Нет, я там был. Давайте назад. Если мы пришли сюда за ключом... А я помню, я здесь все оббегал. Но я помню, что я здесь бегал. По всем коридорам. До 100 пудов я должен был прийти сзади. Ну, вот с этого входа. В теории. Сверху. Да. Каталоги. 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 А там что? Там Путин. Так, давайте вспоминать, что. Я не помню нифига. А вы? Помните? Редкие книги. Мне 100 пудов надо сюда. Это приемная. А винный? В приемной? Ир, где... Окей, пойду в винный. Ой, в винный, в приемную. Запись-то идет. Идет. Капец. Просто у меня немножечко там подвылетело, ну ладно. Капец. Села винария. О! Винный погреб. Это же винный? Да. Слева, да? Слева. А, они подписаны. Капец. Примите ключ. Голова гудит, руки трясутся. Статуи молитвенно взирали на темный свод потолка. Что-то одна под... Чё? Типа она так перезагружается, что ли? Классно. Или чё? Так. Осторожно, стоя в темноте в момент света, освещайте, используя огниво или ищите другие источники света. Понял, принял. А чё мне с этой? А, половина еще есть. Нормально. К тому же у меня еще 4.
Так, 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 так. Куда подевался барон? Да плевать! Он оставил нам столько вина, что хватит до скончания дней. Или хотя бы до завтра. Окей. Так, мы спустились. Там мастерская. А там пиво, да? А, ну, в той комнате, типа. Это и там дверь еще будет. Так, давайте сюда сначала сбегаем. Может, сохранюсь? Нет, нельзя. Пошлите туда, в мастерскую. Ой. В них. Камень. Все. Нет, хотя мне кажется, лучше с этим бегать. В бочке несколько капель масла. О, гниво. Еще гниво. Блять. Что там с мозгом? Гудит. Так, типа нам надо сбежать отсюда, да? Так, я же насрать, да? Теперь в лампе несется капель масла. Заебись. Дальше-то что? А что делать-то? А. Ну, нахрен. Ты издеваешься, да? Собака, а? Тут перенести, что ли? Ты серьезно?
Так. Ой, вот камешек. Это вкус и аромат. Дамасская роза. Чё? А что сделать надо? Ящиком пробить дверь? Да. Открылась? Так, ну здесь куски. Куски людей. 100 пудов. Что происходит? О, моя грудь сейчас разорвется! Что за черт? Вильгельм, сделай что-нибудь! Смиритесь. Живыми нам отсюда не выбраться. Что ты несешь? Александр, ты подлый ублюдок! Выпусти нас! Эх, Сашка, Сашка. Так. Огниво? Огниво, я сказал. Так, откроем вот это. На всякий. Последние слова Вильгельма. Я Вильгельм из рода Генрихов. Я Вильгельм из рода... Первое предложение. Я Вильгельм из рода Герихов. Это мои последние слова. Моя исповедь и завещание. Года 2 назад меня вызвали в замок Бренненбург. И как и почти все остальные аристократы, не мог понять, что понадобилось от меня рыцарю ордена, и поэтому принял приглашение. Барон был настроен дружелюбно и изложил мне свою просьбу. Мне стало ясно, что он предлагает жуткий контракт, и что я был выбран из-за своих прошлых погрешений, а не потому, что отличился на военной службе. По малейшему приказу барона я, не задавая никаких вопросов, должен был похищать здоровых людей. Взамен он обещал отрекомендовать меня при дворе и тем самым поспособствовать моей карьере. Я был бы рад сказать, что я колебался, однако на самом деле решение я принял быстро. С того самого дня я приводил в Бренненбург мужчин, женщин и детей. Их число не упомню, но их было много. Может быть, даже сотни. Никого из них я с тех пор не видел. Сегодня вечером барон пригласил меня и моих людей в винный погреб, чтобы отпраздновать наши успехи. Пока мы спускались по лестнице, я заподозрил неладное, однако барон настоял на том, что мы все должны выпить. У вина был прекрасный вкус, и мои люди пили вдоволь. Так началось наказание за наши грехи. Барон запер нас и ушел наверх. Простите меня за то, что я сделал. Я был слаб и поддался на его дьявольские хитрости. Мои люди кричат, их кости раздирают им кожу. Я чувствую, что как бунтуют мои внутренности. Из глаз потекла кровь, и я больше не могу. Многоточие. To be continued. Так. Что сейчас нам надо делать? Удалось узнать, что смесь человека получается мощная кислота. Окей. А у меня сколько? Раз, два, три. У меня 4 всего лишь. Лампа, масло, химическая колба.
Мне еще надо что-то. О, там еще дверь есть. Неплохо. И там еще дверь есть. Ёлки. Понял? Не сюда. Если рядом враг, держитесь вне поля зрения и прячьтесь в темноте. А, да ладно. Вот так что ли сразу? Главное с ума не сходить. Я под лучами света. Нормально все. Я в противоположную сторону. О, что это? А. Так. Мне еще рассудок сдохнет. Что сейчас произошло? Поскользнулся? Вот, свет, что вам не нравится? Блин, это профилактика надоела уже. А, типа рассудок. А, вот типа что значит рассудок кончился. А, прикольно. Не плыви. Ведь изображение плывет. Вот свет, что вам не нравится? Все ведь? Ушел? Сколько у меня? 4 огнив. 5. Выломал, что ли? Походу на то. Все, что ли? Ну, мы до монстра. Все. Что это было? Ари Пикермент. Так, ну, кристально чист. Окей. Так, все, нам надо в лабораторию, да? Окей, пошлите в лабораторию. Она напротив погреба. Так, нам надо наверх. Не знаю, где он находится, поэтому иду на картах. Хотя, возможно, просто ушел уже. Да. Блин, мне в другую сторону. Блять, мне надо было прямо бежать. А я не могу.
Как мне в лабораторию-то попасть? А, стоп. А если я через... Может, надо было через инвентарь? Специально соответствующего аппарата. А где его взять? Так, получается. Там что? Ну, я так понял, нам надо... Прямо. Вниз сюда. Фиг знает. Попражу пока. Там что? Табуляриум. А здесь и шо? А, здесь пусто, что ли? А, или... А, я отсюда пришел. Насколько я помню. Здесь... А, здесь что? А, в главный ход, что ли? Да. Сколько там осталось там? Я ж таймер включил, да? Дед. Кайф. Полчаса уже прошло, я хочу заметить. Давайте-ка на этом закончим. Прикольно. Нашли монстра наконец. Собрали все 4 химиката. Спина, блин. Собрали все 4 химиката, нашли монстра наконец. И идем, я так понял, смешивать их зачем-то. Кислоту делать. Но не знаю где. Это мы, скорее всего, узнаем потом. Когда не знаю, но это мы сделаем. А пока подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь не только на канал, но и на то, что в описании. Можете помочь каналу ссылками в описании. До скорого.